максимально ответить на те вопросы, которые вы задаете мне. Провожу я его онлайн. Вопросы вы можете задать на моем сайте tibetan-formula.com. И я сейчас открываю, и мы сможем все начать. Так, смотрю, есть ли звук или нет. Так, сейчас одну секунду. Есть звук, супер. Итак, Не-не, пока трансляция не началась. Сейчас я перезапущу. максимально О, есть, ответить на все. те вопросы. Супер, супер. Да, супер, идет прямой эфир. Ну, начинаем. Закрывать двери, Софийка. Итак, сейчас я вижу ваши вопросы. Я постараюсь отвечать на них сначала на своем канале, который транслирует данное видео. Это tibetan-formula.com, вебинарные комнаты, где я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы. Ну и когда вопросы закончатся, я перейду на YouTube канал, где буду видеть те ваши вопросы, которые вы задаете. Итак, Саним, здравствуйте, Андрей Андреевич, у моей мамы диагноз. Доброкачественное, пароксизмальное, позиционное головокружение. У нее одно ухо почти не слышит уже много лет. Началось головокружение с приступами тошноты и рвоты год назад. Недавно получила курс лечения капельницами. Врачи сказали проходить лечение 2 раза в год. Скажите, пожалуйста, какие еще способы лечения ей помогут? Есть великолепное народное средство такое, которое многократно вылечило головокружение. При этом я на 100% уверен, что это поможет, так как данный способ советовал использовать многократно, и очень много людей им пользовались благополучно. Он несложный, необходимо найти створки арахиса, земляного ореха. То есть, когда выкапывают земляной орех, то его выкапывают из земли, и он в створке белого цвета. А створка ломается, и достается вот это ядро ореха, которое потом используется в пищу. Так вот, створка эта белая, ее необходимо вымыть, после чего перемолоть в порошок и заваривать. 1 столовая ложка на стакан воды, выпивать 3-4 стакана вот такой жидкости на протяжении дня. Буквально за 5-7 дней исчезает головокружение. Великолепное средство. Очень рекомендую его совмещать с массажем и желательнее всего медовым массажем или баночным массажем воротниковой зоны. Там кто-то у меня спрашивал: Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, очень часто проявляются реактивные панкреатиты. Обычно реактивный панкреатит – это внезапная, очень острая и резкая боль, которая появляется в верхней части нашего живота. И где находится двенадцатиперстная кишка, где находится у нас одна из сторон поджелудочной железы, панкреаса. И очень часто бывает такая нестерпимая резкая боль, и человек не имеет с собой препаратов, которые могли бы обезболить или провести седацию каким-либо образом. И в этом случае необходимы знания. Вот некоторые такие знания, о них хотелось бы вам рассказать. Итак, в случае, если у вас очень сильно заболела поджелудочная железа, что необходимо надавить? Необходимо на внешней части кисти найти самую выпирающую мышцу и ровно посередине, на самой высокой точке, нащупать болезненную точку. Если здесь щупать, то получится, что болезненная точка, она только одна. Эта точка только одна. Если болит поджелудочная железа, необходимо надавливать именно эту точку. Вот. Она надавливается. В случае, если вы сейчас начнете надавливать, то у людей, у которых нет заболеваний поджелудочной железы, ощущений не будет болезненных никаких. В случае, если у вас поджелудочная железа находится в состоянии стресса, то есть вы вчера там выпивали алкоголь или хронически переживаете, или у вас несварение желудка, или несварение там, пищи, или у вас отравление, или сахарный диабет второго типа, либо там бактериальное отравление, или хронический дисбактериоз, то в этом месте конкретно эта точка, она у вас будет болезненная. Так вот, массаж данной точки обычно укрепляет нашу поджелудочную железу. И я рекомендую и прикладывать горячий пластырь, и массажировать периодически данную точку. Она очень уникальна, так как она помогает нам избавиться от заболеваний, которые связаны с поджелудочной железой. Данная точка, ее стимуляция приводит
Все в порядке. И ее стимуляция приводит к тому, что исчезают болезненные состояния и болезненные ощущения в районе панкреаса. Ну и хотелось бы сказать несколько слов о нашем препарате Панкрисорб. У нас есть великолепный препарат Панкрисорб в случае, если есть проблемы поджелудочной железы, то справиться с данными проблемами поможет вам препарат Панкрисорб. В нем находятся экстракты лекарственных растений, которые помогают справляться с избыточным весом, сахарным диабетом второго типа, с заболеваниями двенадцатиперстной кишки. Также побочным эффектом является устранение камней в почках и в желчном пузыре, так как в самом препарате используются экстракты горячавки, экстракт зверобоя, то есть горечи, которые могут стимулировать и растворять камни в желчном пузыре. Поэтому доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение можно вылечить банками, вот такими препаратами. В нашей компании от головокружений я разработал препарат, который называется Ditarex. Когда-то, когда люди ко мне обращались, я обычно советовал при головокружении применять препарат Ditarex, совмещая его совместно с препаратом Гворгин. Препарат Гворгин помогает очистить и восстановить интиму сосудов шейного отдела и коронарного отдела, а Дитарекс убирает вегетососудистые спазмы, которые могут возникать на фоне, и дальше этих фонов может быть там на фоне неврозов, стрессов, на фоне гипертонического заболевания сердца, на фоне просто сосудистых вот таких спазмов, которые могут быть, ну, будь с чем связаны, на фоне окклюзии и непроходимости сосудов, которые могут возникать на фоне атеросклероза сосудов и так далее. Вот во всех случаях рекомендую принимать препарат Гваргин, совмещать его с препаратом Дитарекс. Сейчас, одну секундочку. Контент, прямая трансляция. И перехожу вот так на прямую трансляцию сюда. Вот так. Выключаю звук. Так. И вижу ваши сообщения, которые вы пишете еще и в Ютубе. Обязательно я постараюсь на эти данные вопросы вам ответить. Постараюсь. Но вначале я отвечу на вопросы, которые вы задаете на моем сайте tibetan-formula.com. Второй вопрос Нина Нета. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью ТФ полечить ночное апноэ? Вот. Просыпаюсь от невозможности сделать полноценный вдох. Появляется страх, сердцебиение, давление, отрыжка и так далее. При вдохе иногда слышу, похоже на храп. Есть гипотиреоз. Но гормон я принимаю правильно. Посоветуйте, как можно справиться с такой проблемой? Имеет ли влияние он? Смотрите, апноэ не связано с храпом. Не связано. Это два разных заболевания. Апноэ это недостаточность сократительной мышцы, которая в ночное время может сердце останавливаться и выделяться адреналин. И о чем это говорит? Это говорит, и дальше самое интересное заключается вот в чем. Есть два заболевания, из-за которых и апноэ, и храп. Эти оба заболевания называются гастродуоденит или гастрит. Обычно, когда у человека происходит храп, в это время, если рассматривать его, то источником храпа и началом храпа является заброс кислоты из желудка в пищевод. Таким образом, гастроэнтериальный рефлюкс и является тем, что провоцирует в дальнейшем появление храпа и появление в том числе и скрипения зубами, и появлением еще галитоза, это плохого запаха изо рта. А почему я говорю, что оба заболевания между собой связаны? Когда у человека очень долго и очень часто формируется гастродуоденит, а у нас большинство людей в большинстве своем страдают данным заболеванием. Из-за чего?
В нашей мясной промышленности, а также в нашей пищевой промышленности широко используется консервант. Этот консервант селитра. И эта селитра, она, попадая в наш организм, приводит в дальнейшем к изъязвлению желудка и к появлению в дальнейшем вот таких заболеваний. Переживания приводят человека, стрессовые ситуации, неврозы. Это все приводит человека к тому, что у него появляется гастродуоденит. На сегодняшний день гастродуоденит помолодел, и уже в огромном количестве таким заболеванием болеют дети, болеют взрослые, быстро портятся зубы, гастродуоденит. Ночью храп, гастродуоденит, скрипит зубами, гастродуоденит, отрыжки в ночное время, гастродуоденит на фоне неврозов, галитоз, плохой запах изо рта, гастродуоденит, сердце останавливается при гастродуодените. Первое, что происходит, это исчезает из крови кальций. Это всегда и это очень частое явление. Витамин D3 это кальциферол, и сам кальций исчезает. Что необходимо? Нужно знать, что необходимо принимать препараты кальция, особенно карбонат кальция, при гастродуодените и при заболеваниях и апноэ, и храпа. Цитрат кальция и карбонат кальция. Карбонат кальция можно дома приготовить самостоятельно. Помыть яйцо куриное, перемолоть в порошок, принимать четверть чайной ложки один раз в день, запивая водой. Курс лечения, ну, хотя бы 1 месяц. Хотя бы 1 месяц. Также можно приобрести в нашей компании. Данный препарат называется карбонат кальция. Есть устричный кальций с черникой, его тоже можно принимать. Ну и хит нашей компании – это цитрат кальция, это мощный такой кальций, который быстро усваивается, и я рекомендую вот его попринимать тоже. При гастродуодените, при заболеваниях апноэ, храп, принимайте кальций. Это нужно ставить на первое место. Кальций является электролитом, который в крови нашей заставляет сокращаться нашу сердечную мышцу. Не хватает кальция, мышца не сокращается. И тогда выделять необходимо или необходимо давать стимуляторы. То есть начинает выделяться адреналин. Адреналин это когда человек просыпается внезапно, когда снится страшный сон и так далее. Очень часто это проявляется при системном использовании антагонистов кальция. Это препараты такие, которые используют при лечении артериального давления. Я хочу сказать, что самым простым препаратом, который может действительно вылечить заболевание сердца и действительно убрать заболевание гипертонии, является просто коэнзим Q10. Если человек принимает коэнзим Q10, то не нужно со временем принимать никакие препараты, особенно препараты, которые снижают артериальное давление. Коэнзим Q10 принимается 2-3 месяца, после этого давление нормализуется. В общем-то, как и улучшается состояние сосудов, мелких сосудов, артерий, там, коронарных артерий, сердечных артерий и так далее. То есть это один из самых великолепных, наверное, белков, который необходим человеку для того, чтобы восстанавливать сосуды, устранять высокий холестерин, помогает человеку справиться с вот такими проблемами. Мы, к сожалению, пока не выпускаем коэнзим Q10, в дальнейшем будем выпускать, а вы можете его приобрести для себя и принимать в дальнейшем, зная, что этот препарат может вам помочь. Ну и в случае, если уже такое произошло, и вы принимаете препараты от гипертонии, то должны восполнять приемом витамина D3, ну и, конечно же, принимать цитрат кальция или принимать карбонат кальция, вот как сможете. Смотрите, при 3-5-дневном приеме карбоната кальция исчезают вот такие проблемы. То есть не будете просыпаться, сердце будет нормально работать, самочувствие улучшится в 1000 раз. Просто в 1000 раз. Я представляю, как вас это пугает и насколько вы плохо себя чувствуете. Галитоз. Вот я о нем уже заговорил, ну и, конечно, хотелось несколько слов сказать об этом. Очень часто мы замечаем, как врачи, у человека плохой запах изо рта. Очень много есть информации, она, ну, прям всевозможная информация. Это может быть, с чем это связано? Это вот человек находится на радикальной диете. Допустим, у человека преобладание белковой пищи, то есть человек принимает, допустим,
только, ну, может быть, мясную пищу, то есть у него не хватает клетчатки, то есть человек принимает мясную пищу, белковую пищу, переходит на кетоновую диету. В этом случае может образовываться в дальнейшем запах, который может быть таким запахом, как квашеная или чуть-чуть испорченная капуста и между сероводородом и квашеной капустой. То есть вот такой может быть запах. Он может быть более ярок в ночное время. Это говорит о гастродуоденальной рефлюксной болезни ГЭРБе. Это говорит о том, что ее нужно лечить. Как лечить? Вот один из способов – это прием, конечно же, карбоната кальция. Ну и в случае, если это вызвано вот таким приемом пищи, то есть у человека низкоуглеводная диета, то побочным эффектом однозначно в дальнейшем может быть неприятный запах изо рта. Чем это устраняется? Великолепное народное средство. Самое простое, которое придумали прямо у людей, знаете, самое простое, которое придумало человечество, это яблочко. Это просто бананчик, грушка и яблочко. Самое простое средство, которое уберет плохой запах изо рта, это маленькая долька яблочка. То есть человек, у которого плохой запах, сам его никогда в жизни не почувствует. Но в случае, если вам говорят, разделите одно яблоко на 5 частей или на 7 частей, и каждые 2-3 часа съедайте по одной части или по одной дольке вот такого яблока. Если вы на низкоуглеводной диете, то яблоко это будет частью вашего несложного рациона. Яблоки могут быть не обязательно, они могут быть очень сладкими. Можно взять их там наполовину сладких. Банан, там по кусочку банана на протяжении дня. Сушеный банан точно так же можно принимать. Финик. Пусть у вас на протяжении дня будет 2-3 сушеных там или 4 финика. 2 финика съедайте на протяжении дня. Сушеный банан съедайте на протяжении дня. Это сушеную грушу, она тоже помогает. Сушеные груши, кстати, урюк, они еще и помогают справиться с заболеванием цистит. Поэтому, если у женщины есть проблемы с мочевым пузырем, рези, боли, с мочевыводящим каналом, то необходимо принимать вот такой сушеный урюк. Также, если человек храпит, можно есть аналогично съедать яблоко перед сном, съедать бананчик перед сном, съедать грушу, можно сушеную, съедать финик, одно из чего-то, то, что я сказал. Это может быть еще и не можете есть сладкое, отлично. Тогда можно есть фасоль или чечевицу. Она тоже убирает запах изо рта. В случае, если вы будете на протяжении дня съедать небольшое количество фасоли вареной, не нужно много, нужно часто. То есть, если бороться с галитозом, плохим запахом изо рта, и знать, что вы этим болеете, то вылечить его можно одновременно, принимая карбонат кальция, одновременно принимать еще и фасоль вареную на протяжении дня, или яблочко на протяжении дня, или чечевицу вареную на протяжении дня. Таким образом вы сможете справиться с данными заболеваниями. Ну, конечно, это может быть связано и с деснами, там, пародонтозом, полоскание в этом случае поможет, чем оливковым маслом, или это может быть там любите чеснок, лук, специи, кофе, алкоголь, конечно, у вас это все будет вызывать в дальнейшем вот такие проблемы. Также любите вареные колбасы, колбасы, в которых, особенно в мясной промышленности, широко используется вот эта селитра, о которой я говорю. Наша компания, кстати, сейчас выпускает лизоцим жидкий, который можно заменить вот эту селитру. Он немножко дороже, но по эффективности своей гораздо не уступает и во многом гораздо лучше для консервации мяса, колбасных изделий и так далее. Но по привычке наша пищевая промышленность, она как бы не заморачивается, чем кормить людей и насколько для людей это плохо. Ну и, конечно же, со временем нужно, чтобы в нашей стране присутствовало, как в Германии или в странах скандинавских, закон, который бы запрещал использование селитры и антибиотических препаратов в ходе консервации копченых колбас, и сыровяленых колбас и вареных колбас. Таким образом, ну, на 100% можно будет сказать, что это будет борьба за здоровье нации, и тогда большинство людей не только храпеть не будут, а у многих поисчезают
вот такие плохие запахи изо рта. Ну и, конечно, там человек, который курит или который жует табак на свай, там говорят на него, там есть люди, которые это делают в Азии, у них у всех может быть такой атипичный запах изо рта. Ну и последнее, это, конечно же, такой запах изо рта могут быть заболеваниями слюнных желез, это может быть заболеваниями танзелита, это может быть гланды, это может быть круп ложный, то есть изъязвление пищевода, это может быть заболевание печени, это даже могут быть гельминтозы, то есть глисты. То есть вот в комплексе этом это и может создавать такой запах. Если уникальный, универсальный какой-то продукт, который бы мог, по моему мнению, заметно улучшить состояние человека, у которого есть нестабильный хороший запах или стабильно плохой запах из ротовой полости. Это на первое место поставим, смотрите, если плохой запах, это бактерии. То есть, если это бактерии, то тогда они создают плохой запах. Как они попадают? Видимо, помпа нарушена, отгибается клапан, и из пищевода, в пищевод, вернее, проникают бактерии, которые должны работать только в желудке и в желудочно-кишечном тракте. Они проникают и начинают свои колонии строить уже в пищеводе, из-за этого постоянный такой запах. Ну, это я описал своими словами заболевание гастродуоденальный рефлюкс, то есть заброс происходит в пищевод, и там остается ряд бактерий. Ну и, конечно, в этом случае необходимы или антибактериальные вещества. Какие это? Дело в том, что антибиотики не всегда могут помочь. И еще, антибиотики – это очень агрессивные вещества. Так должна справляться наша слюнная железа. Но слюнные железы наши очень часто под влиянием вирусов, под влиянием аллергических реакций, которые в большинстве своем тоже имеют место быть, под влиянием хронических инфекций, там, танзелита и так далее, гайморита, ну, это как в дальнейшем, который мог бы развиваться, могут приводить как раз к появлению вот таких устойчивых колоний, включая стафилококк. И это все в дальнейшем может создавать проблемы для человека. И тут вопрос, его необходимо решать. То есть, а что же делать человеку, у которого, если антибиотики могли бы помочь, но их применение должно быть месяцами. Ну и сразу же такой вот вариант. Антибиотики, которые мы принимаем, они проходят через пищевод и растворяются уже в желудочно-кишечном тракте. Точно так же там парентерально. Допустим, если вводится антибиотический препарат, то тогда через кровь всасывается, попадает в печень уже, попадает и донести в пищевод, донести к слизистой оболочке, местно донести будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому я создал препарат, который называется Лизам. Это сладкая конфетка такая или сладкая таблетка, которую можно рассосать и, смешав со своей слюной, проглотить. Такая таблетка, смешиваясь с нашей слюной, увеличивает количество лизоцима, которое находится в действующем веществе. А его, я хочу вам сказать, у нас активная доза 9 миллионов действующих молекул ФИП на 1 квадратный миллиметр. То есть в одной такой таблетке приблизительно, которая весит, в которой находится приблизительно 30 миллиграммов, находится 270 миллионов клеток активных лизоцима, который может повлиять на уничтожение в пищеводе реактивных бактерий, которые образуют колонии, а также в желудочно-кишечном тракте. Поэтому я рекомендую людям, у которых есть плохой запах изо рта, применять два препарата. Это первый препарат, это Мумиё, или же еще лучше прополис в болюсах, то есть человек держит прополис в шарике, который я продаю во рту, после чего глотает его, то есть смешивается со слюной, после чего глотается. Это точно так же местно может воздействовать на другой вид уже микробов, которые называются стафилококки, то есть воздействуя на микрофлору пищевода, на микрофлору уже желудка, помогает справляться и поддерживает нашу персональную микрофлору, о которой я, кстати, недавно рассказывал, как ее можно увеличить и как она, ну, насколько она нужна.
говорил об анкермансии. Это наша индивидуальная бактерия нашего кишечника. Я говорил, как ее вырастить, насколько она важна и как она участвует в предотвращении у человека появления таких тяжелых и сложных заболеваний, как ревматоидный полиартрит, аутоиммунный тиреоидит, там, синдром бокового амиопатического синдром БАСа, амиоспастический, да, склероз, по-моему. Ну и одним препаратом прополюс мы убираем стафилококки в тот момент, как вторым препаратом лизоцим в виде лизама устраняем остальные бактерии, которые находятся в нашем пищеводе. Лизам наш есть еще и в препарате лизоцим. Также я рекомендую использовать жидкий лизоцим. Вот для чего я его делал. Если у вас гастродуоденит, но плохого запаха нет изо рта, попринимайте при язвенном заболевании желудка лизоцим в таблетках. В случае, если у вас есть галитоз, хочу сказать, что это такое, это синдром плохого запаха изо рта, который обычно похож на запах либо такой пропавшей немножко капусты, между запахом такого сероводорода, очень отчетливо ощущаемого. Ну и вот такой запах, он не всегда нравится окружающим людям, но и человек, который вот так подышит себе в ладони или там понюхает сам себя, в большинстве своем его никогда не прочувствует, ну, не ощутит обонянием. И в большинстве своем, процентов, наверное, на 80-90 люди, которые страдают плохим запахом изо рта, галитозом, они об этом в большинстве своем даже не подозревают. И поможет нам прополис, и поможет нам жидкий препарат лизоцим в жидком виде. Его необходимо добавлять 1 чайная ложка на 1 стакан воды при гастродуоденальном заболевании, при рефлюксе, при гастродуодените, при танзелите, при ложном крупе, при отрыжке, при апное, при ночном храпе. Я рекомендую принимать лизоцим 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Также можно взять, допустим, любую щелочную воду, там поляна, квасова, боржом, и на 1 литр добавить 2 столовых ложки данного продукта лизоцим в жидком виде и на протяжении дня выпивать. Таким образом, вы можете улучшить заметно состояние своего желудка, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, освободить желчь, улучшить состояние желчевыводящих путей и даже устранить такие тяжелые заболевания, которыми человек может болеть хронически, как амебиоз, как восстановить работу вашего кишечника, восстановить микрофлору, помочь вашей анкермансии, вновь появиться и вновь быть тем, что будет стоять на защите вашего организма. Поэтому рекомендую. Вещество называется лизоцим, можно заказывать, он продается у нас и в стиках, и в бутылочках. Кэт, еще такой вопрос. У меня последнее время ощущение, как будто кружится голова, иногда шум в ушах, состояние невесомости. А в грудной клетке, впереди от неправильного положения тела, болит кость грудной клетки. Есть проблема в шее, тянет под лопатки. Иногда не могу повернуть голову. Что порекомендуете? Делаю МРТ шейного отдела, прошу у доктора грудного, говорит, нет смысла, это шея. Да, человек обычно, наши неврологи обычно назначают воротник, говорят, походишь в воротнике, все пройдет. Назначают при этом там, миорелаксанты, противовоспалительные препараты, еще что-то. В целом ни одно, ни другое, ни третье никогда не помогает. Это проверено горьким опытом. Что помогает? Массаж. А еще лучше, если баночный. А еще лучше, если это массаж, который сделает вам правильный массажист. Это все в комплексе очень-очень помогает. Вот такой массаж, он в комплексе может вам 100% очень помочь. Это баночный массаж воротниковой зоны, а еще с кровопусканием небольшим. То есть массажист делает прокалывание участков кожи, ставит сверху банку, после этого откачивает небольшое количество
крови с этого места, и это заметно улучшает. Второй вариант, если очень сильно болит и невозможно чем вылечиться, это компрессы или аппликации, правильно говорить, с водой, смешанной с нашатырным спиртом. Как работает нашатырный спирт? Нашатырный спирт, он аннулирует воздействие молочной кислоты, которая и приводит в дальнейшем к тому, что появляются ну, вот такие дискомфортные состояния при остеохондрозе, грыжах Шморля, любых заболеваниях позвоночника. Однозначно, на первое место в ходе лечения человека это физиопроцедура, на первое место необходимо ставить массаж. На первое место массаж. Массаж, причем он должен быть не менее 3-4 раз в неделю. В дальнейшем еще больше, при этом хотя бы 1 раз в неделю массаж гуаша или же 1 раз в неделю баночный массаж. Вот той области, которая у вас больше всего болит. Вот именно та область, которая больше всего болит, она больше всего и нуждается к прорабатыванию, правильному прорабатыванию массажа. То есть именно таким образом. При этом, конечно же, в это время, когда вам будут делать массаж, попринимайте препараты противовоспалительные. Это может быть Мавалис, диклофенак, любые другие аналоги. Это могут быть мерилаксанты, там, допустим, фенлепсин. Это могут быть ну, там, обезболивающие препараты. Можно там, какие там у нас есть обезболивающие препараты. Салпадрин, там, в общем, все это есть, можете, анальгин. И в комплексе 1000 препаратов вспомнил обезболивающих, фу, чур меня. И это все может в комплексе вам помочь вот справляться с данной проблемой. Наши препараты какие? Ну, на первое место это мазь Габбана. Я думаю, что мазь Габбана, ей можно петь оды. Петь оды — это потрясающие, это просто невероятный, потрясающий препарат. Эта мазь, только за нее мне можно дать Нобелевскую премию, потому что она тысячи человек уже спасла. У меня есть знакомые, которые имеют 2 банки этой мази и помогают всем, кто с ними служит. Это наши воины ЗСУ, которые сейчас находятся в таких точках и используют мазь Габбана, потому что очень часто появляется миозит, появляется воспаление, остеохондроз и так далее, боли в позвоночнике, тяжелая работа и так далее. Холод, голод и стенание. Ну и это все, вот человек говорит, что где какая ранка, мажут моей мазью живется. Где там что заболело, мазью Габбана или мазью золотой бальзам Дуйко. Уберет золотой бальзам Дуйко, потому что в нем находится яд кобры, яд пчелиный. Как известно, пчелиный яд и яд кобры это одно из самых лучших, имеет самое лучшее противовоспалительное действие, поэтому я рекомендую использовать в нашей компании, в нашем случае, это мазь золотой бальзам Дуйко и мазь Габбана. Мазь Габбана является мазью, которая была мне, рецепт, который был мной изъят из рукописи древней, это переводы из старославянского на русский язык. В одной из такой рукописей было сказано о том, что в древности лечили определенными компонентами заболевания сустава. Там рассказано о том, как житель Львовской области, который служил который служил ксензом в католической церкви, был очень знаменитым целителем. И он мазью лечил абсолютно все заболевания. И я заинтересовался этой мазью, и в дальнейшем ее рецепт был тоже там дан. Ну и я для себя приготовил такую мазь. Это мазь, в которой находится на 100 граммов 70% серы. И мазь называется в нашей компании Габбана. Некоторые ингредиенты не указаны в этикетке для того, чтобы эту мазь никто не передрал. Сам я могу сказать, что данная мазь действительно на 100% имеет ярко выраженное противовоспалительное, обезболивающее
действия. Можно использовать и в ходе любых абсолютно болей, которые появляются как в мягких тканях при миозите, как в твердых тканях при воспалении капсулы плечевого сустава, бурсите, или при там, голеностопа, или тазобедренного при коксартрозе и так далее. Великолепная мазь, советую, пожалуйста, используйте. Вот, и, конечно же, мазь вертебралис и таблетка вертебралис, это еще что такое? Восстановление хрящевой ткани позвоночника происходит с помощью или при применении таблеток вертебралис, но минус есть. Принимать препарат вертебралис до того момента, он лечит, и его необходимо принимать не менее 6 месяцев. 1 месяц ничего не покажет. Скорее всего, даже принимая его, позвоночник как болел, так и болеть будет. Но попринимав ежедневно, как дисциплина такая, 6-7 месяцев данный препарат, вы больше на протяжении многих лет никогда не вспомните, что где-то у вас там вообще существовал позвоночник. Так как это восстанавливает хрящевую ткань и так далее. Точно так же работает и мазь вертебрализовая. Она не работает как препарат обезболивающий. То есть человек должен принимать препарат, допустим, там обезболивающий, там, релаксирующий или там антикоагулянт какой-нибудь, но данный препарат вертебралис в таблетках и мазь должен использовать. Почему? Это то, что лечит. От чего? От листоза, от протрузий, от грыж шморля и так далее. То есть вот таким образом, по чуть-чуть восстанавливая движение токов, наверное, движение, вернее, восстанавливает костную ткань, восстанавливает хрящевую ткань, восстанавливает нервную ткань. И вот таким образом по чуть-чуть с применением ежедневно на протяжении длительного периода восстанавливается позвоночник. Другие варианты: полечили, потом заболело, полечили, потом заболело, полечили, потом заболело. Или другой вариант: 9 месяцев лечим и забываем потом на всю жизнь, до момента, пока со временем вновь какой-то вирус не заставит снизиться иммунитет, это не повлияет на вашу печень, печень повлияет на то, чтобы и так далее. Начались какие-то тромбозы сосудов, тромбозы приведут к тому, что начнутся происходить там искривления, начнут воспаляться нервные ткани, появятся мышечные вновь, там, или на фоне неврозов появятся мышечные триггеры, которые будут образовывать узлы, там будет накапливаться молочная кислота, после чего будет происходить сжимание и удержание мышечного корсета с узлом такого мышечного корсета, образовываться будет остеохондроз, который будет у вас болеть в груди, хрустеть в груди и так далее. Что необходимо делать? Уже сказал, надеюсь, полностью объяснил. О. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Врачи прописали бетасерк от головокружения. Есть такой. Есть еще один препарат, мне кажется, бета-серт, он не особо, ну, я не имею права этого говорить. Мне кажется, если выбирать, то есть препарат Вестибо. Вот он лучше от головокружения. Но у нас есть препарат «Здоровые сосуды». Да, здоровые сосуды есть еще и в чае. Пейте и в чае, и в препарате. Вы будете в восторге при головокружении, при шуме в ушах. Очень часто это может быть связано с расслоением сосудов мозга, это может быть там формирующаяся мальформация какая-нибудь, все очень опасно. Это может быть прединсультное такое состояние. И обычно человек говорит: ну покружилась, и что, ну покружилась. На это на фоне невроза, бессонницы, атеросклероза и так далее. Ну а надо же, чтобы не просто это симптом убрать, нужно еще и полечить как-то. А вот лечить, знаете, бета-серк вам не полечит, в общем-то, как и Вестибо, уберет только симптом. Наша медицина, она знаете какая, она старается убрать человеку симптом, чтобы тот еще мог какое-то время протянуть. Ну а лечить это уже другое дело. Лечить это дело сложное, знаете, не всегда выполнимое. Ну и на помощь должны приходить препараты более такого комплексного общего воздействия. Ну и на первое место я бы поставил 100% свои здоровые сосуды. Великолепный, стопроцентный, натуральный, экологически чистый, нутрицетиологический, не гомеопатический, с высокой концентрацией действующих веществ препарат, восстанавливающий сосуды мозга, препятствующий появлению инсульта,
разрыва сосудов где-либо в организме, улучшает общее состояние сосудов, тонус сосудов, улучшает общее и концентрацию и так далее. При инсульте, после инсульта, реабилитация после инсульта. Можно, кстати, совмещать послеинсультную реабилитацию. Вот есть парезы, есть препарат антипорезин. То есть тетрапорез, монопорез или там где-то порез, он проявился как-то там, и это пробуете там массажировать и так далее. Добавьте препарат, называется антипорезин в моей компании. Второй препарат, допустим, судороги, порез, еще и судороги начались. Такое тоже должно быть, это тоже правильно. Что необходимо делать? Нужно антипорезин принимать с препаратом децепин, и препаратом «Здоровые сосуды». Комплексное восстановление сосудов после инсульта, 3 препарата. Децепин, антипорезин, «Здоровые сосуды». От головокружения 1 неделя, 2 недели приема и головокружения не будет, если оно связано с вазодилатацией сосудов или вазоконстрикцией сосудов, или связано не со слуховым аппаратом. Наша внучка Катя, ей 8 месяцев, стала плохо кушать. Что делать? Вы недавно отвечали, не могу найти вебинар. Берете и даете ей кальций, детский кальций, покупаете и кормите или даете ребенку детский кальций. Когда плохо ребенок ест, это не хватает кальция у ребенка. Видимо, быстро растет, поэтому и ест плохо. Гепакс я там рекомендовал. Такому маленькому ребенку гепакс не нужен. Оксана Чуенко. Подскажите, у мамы будто аллергия из паховой зоны спустилась на ногу, а также под грудью и на животе. Чем можно полечить? Это не аллергия. Когда спускается, то это не аллергия. Тем не менее, сейчас, вот в Украине мы живем, сейчас очень горят торфяники. И вот тот дым, который есть, он мешает и влияет на людей, потому что появляются аллергические реакции. Они могут быть в виде приступов кашля, астматический кашель. Это могут быть слизь, которая выделяется все время. Также может быть усталость, чихание часто, особенно в вечернее время, отек носоглотки с уменьшением оттока. По утрам выделение из носоглотки, ощущение, будто постоянно будто постоянно по задней стенке горла что-то стекает. Это все аллергическая реакция. Самая простая борьба с аллергией – это питье обычной соды. Как ее необходимо пить? 1 чайная ложка соды заливается 1 стаканом теплой воды, чуть-чуть горячей. После этого оно остывает и необходимо пить такой теплой. Принимать необходимо 1 стакан 1 раз в день. Принимать необходимо на протяжении 30 дней. 30 дней принимаете, вот таких проблем, которые проявляются в виде такой аллергии, исчезают. Без всяких дополнительных, методов лечения. Опять-таки, конечно же, если вы принимаете антигистаминные препараты, ну, конечно, принимайте. Ну, конечно, антигистаминные препараты – это тоже очень важно. Для того, чтобы не мучиться, для того, чтобы не страдать, для того, чтобы убрать симптомы. Но опять-таки антигистаминные препараты, они убирают симптомы. Само заболевание не лечится. Заболевание в большинстве связано с увеличением нейтрофилов, нейтрофилы увеличиваются, и за счет этого появляются все аллергические эти реакции, и необходимы препараты антигистамины, выводить гистамин из организма. Ну и, конечно, в этом случае самое простое вещество, которое может помочь, это просто двуокислый натрий, да. Двуокислый натрий, гидрокарбонат натрия, то бишь пищевая сода. Далее, что делать для того, чтобы не опускалось, и что это вообще может быть? Это может быть у вас опускается герпес. Также это может быть опоясывающий лишай. Что необходимо делать? Если печет, необходимо принимать уколы, цефтриаксон. Смешивать с новокаином и вводить цефтриаксон 1 раз в день на протяжении хотя бы
10 дней. Или можно попробовать попринимать перорально препарат аугментин 1000, одна таблетка один раз в день. Либо обратиться к неврологу все-таки, чтобы он поставил диагноз или опроверг. Это, скорее всего, вот так и проявляется. Если сильно болит, сильно печет, то это не связано с аллергией, это связано с неврологическим заболеванием. И это неврологическое заболевание опоясывающий лишай. В случае, если оно не печет, а просто чуть-чуть иногда чешется, имеет цвет красный, это может быть рожистое воспаление, которое может быть, ну, наша медицина не может так на 100% сказать, от чего это происходит. Это может быть вирусное воспаление, это может быть на фоне заболевания герпетического, то есть это может быть будь что. Это может быть такая экзема, это может быть проявление псориаза, там будь что, в общем. Поэтому вот так однозначно. Первое, что хочу сказать, что необходимо изменять питание, сразу же убирать глюкозу, убирать молочку, переходить на вареную пищу, делая так, чтобы было как можно меньше диета с уменьшением употребления пищи, одноразовое в день питания, в котором будут каши, овощи, небольшое количество белка, максимально уменьшить количество молочки и углеводов. Только там яблочко можно на протяжении дня. Ну и чем смазывать для того, чтобы воспаление вот так не разрасталось и очень не быстро не расходилось. Есть народный способ такой, это использование перетертой в порошок фасоли. Берут фасоль обычную, ее берут сырую, толкут ее, сушат в духовке, потом вновь толкут, пока не получится порошок. Вот таким порошком. Второе, это солевые содные компрессы, но это прием еще и соды. Вот то, о чем я говорил в начале. Андрей Андреевич, Наталья Октябрьская случайно заказала вместо бетулина амарум. Можно ли мне его пить при неэрозивном гастрите, гастропатии, отрыжке, боли в ЖКТ? Можно. Чтобы не менять его на бетулин, нормально питаюсь, да. А поправиться не могу, анализы нормальные. Немного повышен холестерин и немного хеликобактер. Спасибо за ответ. Как лечить долиха сигму? Вот я сегодня говорил, мумиё и прополис. Прополис утром, мумиё вечером. Вот так, рассасываете одно и другое, запивайте, полечите долиха сигму. Также очень хорошо на протяжении дня карбонат кальция можете из яичка сделать, принимайте. Правда, это поможет 100%. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Аксель Бекижанова. Как помочь своей тете? У нее катаракта на правом глазу. Делали операцию в 2012. И по глаукоме делали в 2014. Стоит туман, то белый, то черный. При глаукоме и катаракте принимайте мои препараты Катарфит и Глаукамин. Принимайте препарат Катарфит и Глаукамин совместно с препаратом «Здоровые сосуды». По одной таблетке первого, второго и третьего препарата 2 раза в день. Утром натощак, вечером перед сном. Также нужно всегда знать, что макулодистрофия, на фоне которой в дальнейшем формируется глаукома, и на фоне которой, при осложнении которой формируется катаракта, это все заболевания, которые связаны с, первое, сахарным диабетом второго типа. Даже если она худая и еще какая-то, может быть связана с хроническими диетами. Что необходимо делать? Необходим коэнзим Q10, это первое. Витамин омега-3, второе. И третье, увеличение сна и прием снотворных, чтобы длина сна обязательно увеличивалась. Борьба с неврозами, потому что наблюдая за людьми, у которых так или иначе в дальнейшем появлялись заболевания сетчатки или хрусталика, могу сказать, что они все имеют один и тот же такой очень академический симптом, который заключается в их хронических неврозах. То есть это холеричные люди, это люди такие вспыхивающие или люди обижающие, склонны к навязчивым идеям, к невротическим состояниям, не справляющимися с эмоциями и так далее. То есть это необходимо учитывать и необходимо в том числе принимать седативные препараты. Самые простые седативные препараты в нашей компании это Сирантал, Паставит от панических атак, Апсантин в случае, если необходимо что-то посильнее. Но если нет радости при депрессиях,
то я рекомендую использовать еще альфа-липоевую кислоту. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У нашего знакомого был 10 лет назад геморрагический инсульт. Кроме этого еще асептический невроз левого колена. Некроз, наверное. Асептический некроз, а не невроз. Мгм. Связано ли это с инсультом? Чем ему можно помочь? Конечно, связано. Скорее всего, некроз сформировался на фоне неподвижности. Когда у нас тело неподвижное, на фоне такой неподвижности, пареза называется, может формироваться некротическая ткань. То есть что необходимо делать? Лежал, появились пролежни, которые сформировали некроз. Как правило, это связано, очень часто идет рука об руку с сахарным диабетом второго типа. То есть некроз, он формируется очень часто, особенно вот в таком типе, на фоне инсульта, на фоне сахарного диабета, ожирения. Какие препараты нужны? Если есть ожирение, если он полный, то необходимы препараты, снижающие глюкозу. Ну, пусть обратится к эндокринологу. Самый простой препарат это метформин 500, одна таблетка 2 раза в день. Я считаю, если у мужчины есть складка внизу живота, он ее может взять 2 руками, и она большая. Если есть за что схватиться, у меня, кстати, не за что схватиться. Есть за что схватиться на животе, то это говорит о том, что есть сахарный диабет второго типа. В большинстве своем человек думает, что он толстый, или он думает, что у него лишний вес. На самом деле это не толстый, не лишний вес, это все инсулин повышенный. Даже одна, даже на 1 миллимоль поднимается инсулин, это уже считается сахарным диабетом второго типа. Не нужны ни индексы НОМА, не нужны ни гликогированный гемоглобин, достаточно инсулин. Даже чуть-чуть в пределах нормы, если повышается, то это говорит о том, что человек имеет ожирение по принципу сахарного диабета второго типа. Ну и вот такие проблемы, они возникают обычно у таких людей. Обычно после инсультный период при некрозе таком необходимо выявить, не болеет ли человек сахарным диабетом, начинать принимать препараты от сахарного диабета для снижения веса. Можно ли ему помочь? Препараты от сахарного диабета в нашей компании это препарат глюконорм, 2 таблетки 2 раза в день, и гликоцитрохромин. Гликоцитрохромин. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Народные способы лечения глиной. 1 столовая ложка глины на 1 литр воды. Глина должна быть белая. В нашей компании такая глина есть. Она у нас активированная белая глина. Мы ее готовим, и это наше ноу-хау. Что мы там с ней делаем и почему она там работает так у нас, я этого не рассказываю, почему. И могу сказать, что эта глина, она заметно лучше и эффективнее при лечении большинства заболеваний, которые может лечить глина. Я ее рекомендую использовать по принципу дюбажа, то есть по принципу питья воды с глиной, которая может снизить вес, уменьшить заболевание кислотности желудка, уменьшить заболевание, устранить заболевание язвы двенадцатиперстной кишки. Особенно хорошо применять при туберкулезе, ревматоидном артрите, полиартрите, васкулите, аутоиммунных заболеваниях, аутоиммунной, допустим, там, при псориазе, при тиреотоксикозе. То есть вот при таких заболеваниях, которые имеют аутоиммунную природу, при сахарном диабете и первого, и второго типа, но особенно при первого типа, ну и особенно при второго типа. При заболеваниях, которые связаны с похудением, то есть очень сильно худеет человек, при онкологии, когда человек на фоне онкологии очень быстро начинает терять вес, при синдроме вирусный иммунодефицит. Как принимается? Лечение глиной происходит так. 1 столовая ложка глины в виде порошка заливается 1 стаканом холодной воды, взбалтывается, и человек на протяжении дня маленькими глотками в разное время должен выпивать не менее полулитра. Эффект. Глюкоза снижается, улучшается состояние поджелудочной железы, нет отрыжек, нет ночных отрыжек, поджелудочная начинает работать лучше. Скорее всего, каким-то образом воздействует на островки Лангерганса, которые в дальнейшем и приводят к тому, что появляются новые возможности восстановления поджелудочной железы. Ну и при любых аутоиммунных заболеваниях в том числе. Очень рекомендую людям, у которых есть туберкулез, особенно туберкулез
там стадии какой-то, при котором теряется вес, совместно с препаратом Демилон, Туберсол принимать еще и вот такую глину, которая называется каолин, делать вот такую воду и принимать ее. У девушки 19 лет. За 8 месяцев вес увеличился с 55 до 67. Чем можно отрегулировать вес? Препаратом гликоцитрохромин, кетоновой диетой и препаратом жир-стресс. Ну и любые успокаивающие препараты. Магний, там, магнум цит 300, вот так. Похудеть, 100% похудеть. У внука 2 года, температура с утра не падает. Врача вызывали, еще не пришел. Чем помочь? Буфен 2 года, а у внука 2 года температура не... А я думал 2 года подряд температура субферильная. А это ему сейчас 2 года, и у него не падает температура. Чем помочь? Приложите, натрите ступни сейчас ему водкой или нашатырным спиртом. И все, и сейчас 2 минуты, и ребенок будет в нормальном состоянии. Камфорным спиртом можно натереть ему сейчас ножки, икры, это все снимет температуру. Такой самый простой способ. Но лечить все же надо. Добрый день, Андрей. Андрей, подскажите, у мамы будто аллергия? Ответил. И еще такое ответил. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прошло 10 месяцев после ковид. Я так понял, вы переболели ковид, и уже прошло 10 месяцев. До сих пор не восстановился запах. Я так понял, что вы имеете в виду обоняние. То есть у вас до сих пор нет обоняния. Такое обычное явление происходит после перенесенного ковид вируса. Нужно время или нужно что-то принимать. Я вам обещаю, что ваше обоняние восстановится на протяжении ровно 7 дней, ну 10 максимум, но обычно 7 хватает. Если вы начнете просто орошать носоглотку спреем для носа, который называется эмбрионазин, используйте эмбрионазин, ну обычно это 3-4 дня. После этого вируса, когда люди теряли нюх, я приходил к ним в гости и дарил им свой пузырек эмбрионазина. И после этого очень быстро обоняние к ним возвращалось. Очень потрясающий препарат. Единственный, по моему мнению, препарат, который на сегодняшний день мог бы конкурировать как препарат, который может вылечить гайморит у человека. Использование данного препарата как препарат от гайморита или танзелита просто потрясающе, великолепно и очень быстро устраняет заболевание носоглотки. Здравствуйте, можно вылечить варикоцели препаратами ТФ? Спасибо, ваша ученица. Спасибо. Можно вылечить. Смотрите, варикоцели легче всего вылечить не препаратами нашей компании, рутином можно. Принимайте препарат рутин, 2 таблетки 3 раза в день. Но самый простой способ – это использование вариковазиновой мази. Можете смазывать места, где есть варикоцели, вариковазиновой мазью, и исчезнет. Также варикоцели можно устранить еще и так. Значит, народный способ. Берется мускатный орех. 1 чайная ложка мускатного ореха заваривается 1 стаканом кипятка. Пить необходимо утром натощак, вечером перед сном. Также очень хорошо стать в холодную ванну, по щиколотку набрать воду и, поднимая высоко колени, помаршировать на протяжении 15 минут. Делать это необходимо 10 дней, потом 2-3 дня перерыв, еще 10 дней. Вот считается, за эти 20 дней человек может избавиться, ну, процентов на 70 от такой тяжелой проблемы. Юлия Сакальская, большое спасибо за ваш ответ на мой вопрос. Еще хотела спросить, если у меня нет месячных около года, то ваши препараты, которые вы мне сказали, помогут забеременеть. Смотрите, вы не туда побежали. Если у вас нет месячных, то пока забеременеть, ну, нечем говорить. То есть, если у женщины нет месячных, то это гормональный, просто не фон, а провал. То есть, это, скорее всего, нет эстрадиолов, прогестерона, особенно прогестерона. Что необходимо делать? Первое, необходимо 100% сделать так, чтобы месячные начали появляться. Не будет месячных, очень это все плохо скажется на вас. То есть это в дальнейшем, скорее всего, приведет к климаксу.
Если год нету, то, скорее всего, можно уже в дальнейшем будет там через пару месяцев, ну, может, через 6-7 месяцев лечить уже приливы на фоне климакса, забеременеть, ну, поверьте мне, ну, точно говорить уже нельзя будет. То есть, когда нет месячных, это очень плохо. Для молодой женщины это катастрофа. И что необходимо делать? Нужно делать все для того, чтобы месячные появились. Андрей Андреевич, чем можно? Первый препарат дисменора, принимать по 2 таблетки 4 раза в день. Второй препарат фемасан. Что делать с фемасаном? Фемасан берется и делается спринцевание. 1 чайная ложка фемасана на 1 стакан воды. Спринцевание вагинальное утром и вечером перед сном. Спринцевание необходимо делать на протяжении не менее 15-30 дней. Можно через день, можно ежедневно. Это все совершенно безопасно. Не надо делать каждый день. Можно через день делать, чтобы не вымыли вы микрофлору, которая есть. Пусть она у вас там будет. И вот таким образом вы стимулируете и принимать препарат «Женское здоровье», который будет стимулировать появление прогестерона. Если у вас сильное сейчас волосение тела, и вы замечаете, что в тех местах, где были волосы бледные, прозрачные, начали появляться черные волосы, толстые и так далее, врастать волосы начали, это говорит о том, что у вас еще и тестостерон высокий. Если такое есть, то помимо фемасана в виде спрея или в виде вот таких спринцеваний и препарата дисменора и женского здоровья, необходимо принимать препарат Тест-Стоп, который остановит в огромном количестве выбросы тестостерона. Такое тоже часто бывает во время невротических таких состояний, во время гнева женского, во время, ну, переживаний, которые могут быть на фоне стрессов тяжелейших, может выделяться в большом количестве тестостерон. Такой тестостерон женщинам необходим, но в малых количествах. Если он в больших количествах выделяется, он может купировать выделение или формирование прогестерона, что в дальнейшем и приводит к таким вот проблемам. И наша медицина, как правило, может этому помочь. То есть необходимо сделать гормональную панель, это прогестерол, эстрадиол, можно еще там антимюллеровский гормон, если у вас по планам там в дальнейшем беременеть, для того, чтобы понять вообще, болеете ли вы климаксом, можете иметь еще детей. Ну и, конечно, тестостерон. И посмотреть, если и там пролактин можно сдать. То есть посмотреть, что это вообще, в чем причины. Обратитесь к правильному гинекологу, пусть он все-таки поможет вам справиться с данным заболеванием. Роза Савитур. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как пить кальций, белок и микроэлементы при пилонефрите. Белок пьется так, берется белок яйца, в воде разводится и мелкими глотками выпивается утром натощак, вечером перед сном. Кальций как принимать? Тоже кальций принимают во второй половине дня, тогда он усваивается лучше. Кальций лучше принимать с витамином Е и препаратом цистин, тогда кальций лучше усваивается. Что делать, чтобы дочь не винила маму в своих болезнях? Нужно разговаривать с дочерью для того, чтобы между вами было доверие, потому что она обвиняет, потому что в чем-то не доверяет и так далее. Ждем с нетерпением. Италия, Неаполь 29 градусов. А у нас в Киеве сегодня прохладно. Вот вы видите, какая у нас погода. Сейчас, наверное, появится дождь. Андрей Андреевич, поздравляем вас, София, с годовщиной вашего брака. Да, очень приятно. Я очень люблю свою жену, она мне очень нравится. Она действительно очень хороший человек. Одна из особенностей моей жены заключается в том, что она очень уважительно относится к мужчинам. Она вообще человек, который имеет какое-то такое нереальное врожденное качество интеллигентности. Это интеллигентность, которая проявляется совершенно во всем. То есть она может протерпеть, промолчать, она может не сказать, и она не боится. Просто она очень интеллигентный человек.
То есть это уважение в человеке, такое врожденное качество, тотально врожденного уважения к мужчинам, к женщинам, к чужим, к бизнесу, к людям, вот ко всему. Это очень заметно, это очень помогает, потому что я именно такую жену и хотел. Красивая, интеллигентная, работящая, умная, знаете, и это, конечно, большой джекпот. Видимо, не зря я переболел онкологией, что в жизни попалась хорошая женщина. Знаете, у меня там разговор когда-то был, мужчина один говорит: я там гуляю, а ты гуляешь. Я говорю: послушай, зачем мне? У меня молодая, красивая женщина, ее обожаю. А что менять? Что на что? Что там такого, что я не смогу дома получить? Зачем? За ерунда. Андрей Андреевич, как помочь работе? Конечно, вот эти люди, которые пишут, там это все на игры, это все полная чепуха. Что за ерунда? Эта женщина родила кучу детей мне. Сегодня в школу пошли. Андрей Андреевич, как помочь работе печени и ее восстановлению? Великолепный есть препарат, даже два, от которого ваша печень будет вас целовать прямо в носик. Это, их даже много у меня есть. Первый препарат, это, конечно, Тантал. Я могу сказать, что принимая препарат Тантал вместе с препаратом Панкресорб, у меня ушли седые волосы. Может ли такое быть? Ну вот в моем случае, да. Второе, а, гепафит или гепакс. Гепафит препарат. Если вы болели гепатитом, вам необходимо лечение, то поможет препарат гепафит. Второй препарат гепакс в порошке. Помните, я рассказывал, что это препарат, который поможет вам очистить желчный пузырь, очистить или помочь вашей печени лучше работать, еще улучшит настроение, улучшит внешний вид, кожа становится лучше, почки работают лучше. Одним словом, великолепно. Я еще и похудел на фоне приема гепакса, когда его принимал. Далее, очень мощный мочегонный эффект. Там орнитин находится, это аминокислота. Она имеет очень мощный мочегонный эффект. Очень часто люди, у которых есть почечная недостаточность, есть там пилонефрит хронический или просто пилонефрит, есть проблема с почками. Почечная недостаточность формируется. Активизировать почки, заставить почки работать поможет орнитин, L-орнитин. Вот этот L-орнитин, он находится в препарате Гепакс. Одна чайная ложка на стакан воды, почистите свою печень от камней, желчный пузырь и заставите почки работать гораздо сильнее. Великолепный препарат. Ну и, конечно, мои горечи, амарум, которые помогут вам. Ну и мой чай Бивинтон. Я вообще ему готов петь песни и оды. Потому что этот чай помогает избавиться от камней в почках, в желчном пузыре, мочегонный и еще вкусный. И я единственный в Украине, кто это чай делает. После ковида появилась бронхиальная астма. Помогите. Начните пить соду, а из моих препаратов принимайте препарат, который называется Тарантел. 2 таблетки 3 раза в день. Тарантел. Также у меня есть шум, который называется «Шум от астмы». Его можно найти в Ютубе. Как ни странно, люди просто этого еще не понимают, но есть определенные вот эти энергоинформационные звуковые матрицы Дуйко, которые могут помочь человеку избавиться от ряда заболеваний. Вот одна из таких матриц, она выложена мной совершенно бесплатно, лежит она в интернете, называется «Шум от астмы» Дуйко. Он там без монетизации, можете зайти и слушать. Он, помимо всего прочего, не только астму убирает, а еще и лечит сердце, там, еще и зло там всякое убирает, там, если угрожает вам что-то. Андрей Андреевич, можно ли принимать бетулиновую кислоту для лечения аллергии? Да. Есть аллергия на березовую пыльцу, да? Принимайте бетулиновую кислоту и принимайте соду одновременно. Сода 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день. На фоне бетулиновая кислота один из самых чудесных герантопротекторов, один из самых удивительных герантопротекторов, особенно если принимать совместно с 2 препаратами, молодило или житедан, наш препарат, с препаратом коллаген или коллаген форте. У нас есть коллаген форте, это коллаген, житидан, это препарат
в котором находятся экстракты 5 растений: зверобой, ромашка, березовые почки и заячья капуста, она же молодила. Наш препарат, бетулиновая кислота, все 3 препарата, если принимать, коллаген, житидан и бетулиновая кислота, будут работать как мощный иммунный препарат. Мощный препарат, который будет убирать или устранять иммунную депрессию или сниженный иммунитет, повышая иммунитет. Конечно же, аллергия является аутоиммунным заболеванием, и применяя препарат бетулиновая кислота, можно заметно улучшить состояние. Ну, незаметно, а вылечить 100% можно. Ребенку 2,5 года на протяжении года болеет обструктивным бронхитом. Чем помочь? Поможет популин. 1 чайная ложка популина на стакан воды 2 раза в день. Также проведите ингаляцию с популином. Четверть чайной ложки с водичкой смешайте напополам, чтобы чайная ложка получилась. Налейте в камеру ингалятора компрессионного и пусть подышит вот таким популином. 1 неделю подышит, на протяжении года никогда не заболеет. Почему болеет? Находятся в крови, скорее всего, колонии стафилококка. Чем полечить? Необходимо очистить кровь. Чем очистить кровь? Кровь необходимо очистить препаратом гемортан. Препарат гемортан устранит стафилококк из вашей крови быстро и эффективно. Киста на яичнике быстро растет. Как можно помочь? Мазь нужно использовать, называется она Endometrix, и препарат называется Miomax. Мазь Endometrix, препарат Miomax и бетулиновая кислота для усиления эффекта. Бетулиновая кислота 1 таблетка 1 раз в день. Мазь Miomax вводить вагинально перед сном. Утром можно проспринцеваться. 1 стакан воды и по 2 капли аромамасел. Можно 6 капель одного или по 2 капли каждого. Нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. Допустим, или не по 6 капель, а по 2 капли каждого. Либо у вас есть только чайное дерево, вот 8 капель чайного дерева. Или аниса, вот только 8 капель аниса. А так хорошо, чтобы это было в виде вот таких 4 масел. Аниса, нероли, жасмина и чайного дерева. На ночь поставили, ввели кусочек мази под прокладку, а утром проспринцевались 1 стакан воды, теплой, не горячей, и по 2 капли аромамасел нероли, жасмина, аниса и чайного дерева. При этом препарат Miomax 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Можно еще препарат женское здоровье 1 таблетка утром, 1 таблетка вечером. И препарат Miomax, о нем тоже сказал. Здравствуйте, мне 54 года, у меня большой палец на руке не сгибается. Что посоветуете? Посоветую лечить артрит. Скорее всего, это пораженный артритом большой палец. Для того, чтобы он сгибался, этот палец, необходимо его обрабатывать мазью габбана или золотой бальзам. В компании тибетская формула продается. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, чем полечить отсутствие семяизвержения у взрослого мужчины? Есть великолепный препарат, называется Либикс. Либикс капли. У меня есть капли Либикс. Капаете своему мужчине даже в борщ, он их не почувствует. Он как специями пахнет. Там находится даже специя пожитник. И она такой имеет вкус, как, наверное, кориандр немножко пахнет. И вот если в супик добавить еще куда-то, то даже не почувствует. Можно в чай, в суп, в кофе, куда хотите. Или перед сном ему просто на язычок капать. Также повысить спермогенез и увеличить выделение спермы поможет еще сгущенное молоко. Если мужчина кушает сгущенное молоко, то у него с спермой будет все в порядке. Это неправильно, нестандартно и нехорошо, если у мужчины это не выделяется. Это говорит о том, что есть, видимо, аденома предстательной железы или хронический простатит. И это все нужно лечить на самом деле, потому что отсутствие спермы – это первые показатели очень серьезных проблем мужской половой эректильной функции. И Либекс поможет
аденомид поможет, красный дракон поможет препарат. Вот такие. Мускус. Мускус особенно хорошо было бы попринимать. Андрей Андреевич, чем можно попринимать? 69, опущение матки. Поможет мазь, называется она у нас эндометрикс. Я о ней сегодня рассказывал. Пусть вводит мазь, утром спринцуется вагинально. Вот так хотя бы дней 15. Есть народный способ для поднятия матки. Каким образом это? Во-первых, что необходимо сделать? Если происходит выпадение матки, то прежде всего и на первое место это нужно ставить, не заниматься самолечением, а обратиться все же к врачу. Очень часто выпадение матки путают с заболеванием онкология матки. И очень часто вместо удаления матки начинают заниматься самолечением. То есть сами себе диагноз ставят, после этого думают, что это там все безопасно и так далее. А это может быть карцинома, это может быть опасно для жизни. Поэтому давайте не самолечение, а первый поход все-таки к гинекологу. Пусть гинеколог осмотрит, и пусть гинеколог поставит диагноз выпадения матки. Так вот, если у вас гинеколог поставил такой диагноз, как выпадение матки, то есть народный способ восстановления или привести ее в порядок. Берется сметана натуральная домашняя, делается тампон из марли, и такой тампон обмакивается небольшого размера. Делается такой тампон из марли, обмакивается в такую сметану и на ночь ставится, понятно куда. После чего утром тампон изымается, и человек должен проспринцеваться, чтобы остатки того, что там попало, могло быть выведено. Первые признаки, когда необходимо остановить. Если утром при спринцевании выделяется серозная жидкость, то есть гной, или выделяется кровь, то прекратить немедленно нужно, и после этого тут же идти и обращаться к врачу. То есть это все не шутки, это здоровье. Любовь Калашникова. Спасибо огромное. Испытываю к вам огромное уважение. Прислушиваюсь к вашим советам. Здоровья вам на долгие годы. Спасибо, друзья. Чем можно полечить щитовидные узлы? Йодомарин не выпью, начинаю кашлять. Это говорит о том, что у вас, скорее всего, гипофункция щитовидной железы. Вам не йодомарин нужен. Нужен мой препарат Йодикс. Он лучше. Также помочь от узлов поможет, 100% уберет их препарат бетулиновая кислота. Одна таблетка один раз в день утром натощак. Уже 30 дней, через 30 дней узлов не будет. Здравствуйте, посоветуйте что-нибудь от шума в голове. От шума в голове поможет препарат, называется «Здоровые сосуды». Одна таблетка один раз в день. От шума в голове поможет. И как долго принимать мускус? Мускус можно принимать 7 месяцев, 10 месяцев, сколько хотите. Я принимаю мускус, ну, наверное, года 2. Но я его принимаю в небольших дозировках. Обычно 3 раза в неделю, 1 чайная ложка на стакан воды. Делаю это во второй половине дня. Могу сказать, что на фоне применения мускуса заметно худеешь. Мне этот эффект нравится. Всегда хорошее настроение такое приподнятое. Мощнейший такой иммунный стимулятор. И для меня просто находка. Мне еще как мужчине нравится его воздействие на половую функцию мужскую. Знаете, чем лучше половая функция у мужчин, тем выглядеть. Уменьшаться будет брюхо, уменьшаться живот и так далее. И вот мускус в этом, конечно, непревзойденный мастер, который просто мастерски снимает вот это ожирение. Это же знаете, что у мужчин внешнее ожирение на животе, а у женщин оно висцеральное, то есть оно внутреннее ожирение. Именно поэтому наоборот. У женщин внешнее ожирение, а у мужчин внутреннее. И поэтому мужчинам необходимо чем-то это убирать внутри. Чем они будут убирать? Вот я рекомендую как раз мускус. От него живот меньше и флажок выше. Так, зависло. Сейчас посмотрим, что там.
На этом будем заканчивать сегодняшний вебинар. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко в честь нашего совместного супружеского праздника моей и моей жены Сони. Я, как президент компании «Тибетская формула», объявляю скидки от 10% на препараты моей компании. Переходите на мой сайт tibetan-formula.com и поучаствуйте в акции, скидки на все препараты, включая бетулиновую кислоту, которая стоит $75. Сегодня ее можно купить со скидкой, и она будет стоить 56. Также все препараты, допустим, йодиум, который стоит 15, сегодня стоит 12. Данная акция будет еще сегодня, завтра и послезавтра. Среди новых таких препаратов, которые вышли у нас буквально на прошлой неделе, это бетулиновая кислота, которую я проводил на прошлой неделе презентацию. Это гиалуроник оксид, это препарат гиалуроновой кислоты, который можно использовать для восстановления суставов при атеросклерозе, для улучшения общего состояния. Если принимать гиалуроновую кислоту еще и с коллаген форте, то эффект омоложения заметно улучшается. Также витамин С, у нас он продается в 1000 миллиграмм, сверхвысокая дозировка в маленькой таблетке, великолепное средство улучшить иммунитет. Инстамакс – это препарат, который устраняет заболевания камней в почках. Могу сказать, что есть хороший отзыв по данному препарату. Человек, который полжизни болел заболеваниями камней в почках, мочекаменным заболеванием, несколько раз ему удаляли эти камни, и всю жизнь он их лечит, и всю жизнь пьет таблетки от давления, всю жизнь есть проблемы мочекаменной болезни. При использовании препарата Instamax и препарата Бевинтон чай на протяжении 2 месяцев сейчас говорит, что не принимает препараты, которые должны улучшать давление, оно перестало у него подниматься, он похудел, у него исчез отек живота, у него исчез отек, он внешне сейчас очень хорошо выглядит и сказал, что он 100% считает, что в этом помог ему препарат Instamax, который он принимал совместно с препаратом Бевинтон. То есть еще один такой вот эффект данного препарата в том, что он может помочь исправиться или устранить камни в почках. С вами был Андрей Дуйко. Большое спасибо. Я буду выключать эфир. Еще раз большое вам спасибо. До свидания. Будьте здоровы. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Сегодняшний вебинар был от 6 сентября 2022 года. До свидания, товарищи.